Когда проходишь через боль, ты перестаешь удивляться. Но потом приходит момент, когда правда начинает подниматься со дна. Я думала, что знаю все о семье, о человеке, которому когда-то доверяла, о бизнесе, который мы строили вместе. Но оказалось, что это только поверхность. И за этой поверхностью целый мир схем, людей и лжи. Те, кто стоял рядом с ним, и были теми, кто создавал все это. Вначале казалось, что все честно. Просто сложные инвестиции, сделки, документы. Но с годами я увидела другое. 12 миллионов – это была лишь верхушка айсберга. Люди, которые исполняли его указания, понимали, что нарушают закон, что за этим стоят уголовные риски. Но за деньги они готовы были закрывать глаза. Я тогда не знала, что рядом со мной выстраивается целая сеть. От Лондона до Сингапура, от Индии до Сейшел и Багамских островов. Через несколько лет я нашла документы. Я увидела транзакции, большие суммы, переведенные через Сингапур, где деньги, которые переводились с моего аккаунта его помощниками, оказались частью схем, созданных для сокрытия активов. Все было спланировано. Когда началось закрытие счетов и уничтожение следов, я поняла, что если я не поеду сама, все пропало. И я поехала. Я встретилась с адвокатами, заключила договора. С этого момента началось мое личное расследование. То же самое происходило в Лондоне. Фасад, компании, консультанты, трасты. А в основе одна и та же фамилия. Сегодня я могу сказать прямо, его цель была уничтожить меня. Все, что строилось годами, семья, доверие, общее будущее, оказалось инструментом для контроля. А рядом те, кого я считала своими. Близкие друзья, родственники, знакомые. Они получали указания и подписывали документы. Выполняли команды. За деньги. Самое страшное – это не деньги. Самое страшное – осознавать, что все это время тобой управляли. Сейчас расследования идут в нескольких странах. В Сингапуре дела о переводах и корпоративных трастах. В Европе проверки офшорных структур. В Индии возбуждены уголовные и хозяйственные дела против компаний, связанных с его семьей. Речь идет о крупных исках, о нарушениях инвестиционных соглашений, о попытках вывода средств под видом фиктивных сделок. Когда я начала изучать эти дела, я увидела знакомые подписи. Те же схемы, те же имена. Все это продолжение одной линии. В материалах, которые у меня есть, все четко. 2012 год. Документы Insight Capital показывают номинальных директоров. 2022. Индийская налоговая апелляция раскрывает, что именно он был фактическим контролером офшорной сети. Платежи в $100 тысяч проходили через структуры, о которых я даже не знала. Суд частично признал, эти займы – это его собственные деньги, прогнанные через офшоры во время брака. Юридически это может быть признано совместным брачным долгом, а значит, подлежит расследованию и пересмотру. Суд Карнатаки подтвердил, что мы жили как супруги с общими финансовыми и взаимными обязательствами. Такие схемы не просто нарушения. Это основание для уголовных дел. Сегодня он на обложках, он блистает в прессе, строит отели, назначается на новые должности, но документы не горят. Они показывают правду. И то, что еще вчера казалось невозможным, завтра станет судебным фактом. Эти процессы идут, и они приведут туда, куда должны, к ответственности за все, что было создано ложью. В следующей серии я покажу доказательства, конкретные транзакции и расскажу, как происходило отмывание денег шаг за шагом. Это только начало.